Здорово, атлеты! Сегодня обсудим такую немаловажную тему, как силовая выносливость в статических комбинациях. В этом видео я поделюсь с вами советами, которые я применяю сам и которые помогут вам неплохо прогрессировать. Как выступающий атлет, я понимаю, насколько важна выносливость на соревнованиях. Судьи требуют от вас четкой фиксации каждого элемента, как правило, от 3 до 5 секунд. Но без должной подготовки у вас вряд ли получится в каждом из выходов фиксировать все элементы идеально. Если мы, конечно, рассматриваем тот вариант, когда выходов на соревновании действительно много, и они длятся более 30 секунд. Ваша выносливость напрямую зависит от того, насколько вы реально выкладываетесь на тренировке. Скажу сразу, чтобы развить действительно невероятную выносливость, мало того, что вы выполняете сейчас на своих тренировках. Итак, я подготовил для вас лучшие советы, которые применял в своих тренировках. Рассмотрим их на примере моей подготовки к чемпионату мира по статике Burning Gate. Количество подходов и прочие показатели вы можете выстраивать под себя индивидуально. Моя подготовка длилась ровно 13 дней, из которых 6 дней я тренировался, потом 1 день отдыхал и снова тренировался 6 дней. Тренировка делилась на 5 частей. Первая часть – это разминка. Наверное, самое важное, о чем забывают многие атлеты. Моя разминка длилась 30 минут. Это разминка на все тело, даже учитывая ноги. Я выполнял ее в 3 круга по 10 минут. Кстати, видео с моей разминкой выйдет на канале следующем. Вторая часть – это отработка ключевых элементов. Это те элементы, которые я готовил конкретно к этим соревнованиям. Среди них также были различные отжимания в горизонте и подтягивания в висе. Но чтобы не превращать это видео в скучный перечень элементов, я выделил самые основные. Это самолет верхним хватом на перекладине, различные вариации фулл-планша, выход принца на 2 из ласточки и передний вис. Все элементы я выполнял по 5 попыток с максимальной фиксацией. Кстати, тогда я поставил свой личный рекорд в переднем висе – 28 секунд. Третья часть – это комбинация на брусьях. Я выбрал 3 элемента. В моем случае это были фулл-планш, передний вис и принц на 2 из ласточки. Каждый из элементов я выполнял по 2 раза за одну комбинацию и фиксировал их по 5 секунд. То есть я выполнял фулл-планш, затем передний вис. После чего я снова выполнял фулл-планш, 2 подряд принца на 2 из ласточки и в конце фиксировал передний вис. За тренировку я выполнял 10 таких кругов с отдыхом до 2 минут. Четвертая часть – это комбинация на перекладине. Я выбрал 2 элемента – горизонт и передний вис. Но не классическое их исполнение, а различные возможные вариации. Каждый из элементов я должен был также фиксировать 5 секунд. Но в ваших тренировках вы можете выполнять и меньше, например, 3 секунды. Итак, я выполнял, к примеру, фулл-планш верхним хватом, фиксировал его 5 секунд. Затем передний вис нижним хватом, также 5 секунд. После чего я фиксировал фулл-планш, но уже нижним хватом. И передний вис верхним хватом, все так же по 5 секунд. Так я делал, пока у меня просто не закончились вариации этих элементов. Таких кругов, как правило, я мог выполнить не более 3, так как они очень объемные. Пятая часть моей тренировки – это суперсеты с элементами. Например, я делаю забивку базовыми упражнениями в суперсете. Отжимания с входом вперед, условно 10 повторений, и накаты вперед, условно от 7 до 10 повторений. После чего я фиксирую фулл-планш на максимум. Также с передним висом. Я выполнял подъемы ног, касаясь носками перекладины. И широкие подтягивания, условно по 10 повторений каждого упражнения. После чего фиксировал передний вис на максимум. По 5 кругов на каждый элемент мне было вполне достаточно. Тренировку я завершаю растяжкой, но здесь уже вопрос индивидуальный. Упражнений для растяжки настолько много, что давать предпочтение каким-либо конкретно будет неправильно. Но если вы хотите узнать, какие упражнения использую я, пишите об этом в комментариях. Если они наберут много лайков, я сделаю об этом отдельное видео. Как видите, никаких чудо-методик в этом видео я не описывал. Я лишь рассказал, как тренируюсь сам, чтобы достичь определенного результата. Речь шла о тяжелых рутинных тренировках, потому что иначе никак. Надеюсь, вам было полезно это видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Удачи!